Не надо! Дядя, не надо! Да как это ходить? Не надо, дядя! Что-то ебануло, да. Всем привет, друзья! Сегодня разберем топ самых травмоопасных элементов в воркауте. Понятное дело, что чем сложнее элемент, где больше нагрузка, там и травмоопаснее. Но все же есть определенные элементы, где, скажем так, положение нашего тела такое, что наши мышцы и сухожилия перерастягиваются, и из этого возникает дополнительный риск травмирования. Друзья, а еще я хочу порекомендовать вам отличный спортивный канал в тематике воркаут для начинающих. Там вы найдете много обучающих и развивающих видео. Если вы хотите выполнять красивые элементы на турнике и тренироваться без травм, то переходите на канал Баталыч по ссылочке в описании. Я назову элементы, на которых чаще всего люди травмируются, хотя бывает, что и какие-то редкие травмы получают на достаточно таких безопасных элементах. Например, один парень в комментариях писал, что травмировал ромбовидные мышцы, выполняя диван, да, то есть супер редкая травма, но все же он ее получил. Так что травмироваться можно вообще на абсолютно любом элементе. Начнем с самого актуального, это разрыв бицепса. Чаще всего, практически всегда он происходит, когда у нас рука находится в супинации, то есть вот в таком положении развернутом, да, то есть вот мы поднимаем на бицепс, да, с супинацией. И тут опасность даже представляет базовое упражнение. Давайте рассмотрим сначала базу. Если вы будете подтягиваться с большим дополнительным весом, обратным хватом, то возникает риск отрыва бицепса. У меня на практике был подобный случай. Один мужик писал, что именно так порвал бицепс. Притом вес там был совсем небольшой, там 40-50 килограмм. Я с таким весом подтягивался тупо на пальцы. Притом, чем шире хват, тем больше будет опасность для бицепса, потому что он будет больше перерастягиваться. То есть узким хватом, обратным, еще будет относительно безопасно. Чем шире мы беремся, тем будет больше бицепс уходить в супинацию. Что касается отжиманий на брусьях, здесь риск травмировать грудные мышцы в технике такой. То есть мы разводим локти в стороны, чаще всего, то есть больше именно будет растяжение грудных, и опускаемся очень глубоко. И еще стараемся дело держать как можно ровнее. Ну, сейчас я выполню со своим весом, то есть со своим весом еще это не так опасно, а вот с дополнительным большим весом это будет очень опасно, да, то есть вот прям очень глубоко опускаюсь, выжимаю, и вот еще тело очень ровно держу, глубоко вниз опускаюсь, грудные мышцы начинают перерастягиваться. Из-за этого может возникнуть риск травмы. То есть как в подтягиваниях, так и на работе на брусьях, вот со своим весом, если вам отжиматься и подтягиваться уже очень легко, можно выполнять с такой техникой для того, чтобы там растягивать мышцы, чтобы у нас тренировки проходили эффективнее, но если мы работаем с большим дополнительным весом, то этого делать нежелательно. Итак, возвращаемся к элементам. Как вы поняли, самым травмоопасным для бицепса является положение супинации. Особенно, если нагрузка идет на прямые руки, и вот момент сгибания именно прямых рук, вот эта амплитуда самая травмоопасная. Под это положение попадает принц на 2 и выход принца из ласточки. На этом элементе я травмировал бицепс. Также чаще всего бицепс травмирует, выполняя горизонт нижним хватом, да, то есть обратным. Вот с таким положением рук. Естественно, сюда же относится и самолет. Более того, мне парень писал, выполнял он ласточку, да, обратным хватом. И тоже оторвал бицепс и еще сломал локоть, ласточкой обычной. Ну и также сюда можно отнести подтягивание обратным хватом на одной руке и выполнение креста на кольцах, когда у нас локтевая ямочка смотрит не вперед, а мы так вот разворачиваем руку, да, то есть у нас она направлена вниз, тогда тоже возрастает риск травмировать бицепс. Дальше давайте разберем трицепс. Трицепс травмировать уже посложнее, потому что его растяжение происходит на согнутую руку. Когда мы расправляем руку, у нас трицепс сокращается, и как раз таки максимальная нагрузка приходится на распрямленную руку. Но трицепс сокращен, он не перетянут. Поэтому выполнять, например, передний виз, там есть нагрузка на трицепс, там диван, обратный самолет, намного безопаснее, чем аналогичные упражнения уже на бицепс. То есть горизонт нижним хватом, обратным, самолет и так далее. Для трицепса представляют опасность такие упражнения, как отжимание Ганнибала, особенно на одной руке. Потому что нагрузка приходится именно на согнутое положение, на растянутое. Конечно, новички, выполняя передний виз, могут потянуть даже трицепс. Бывали такие случаи, но чтобы там кто-то трицепс оторвал в воркауте, я такого еще не слышал. Что касаемо грудных мышц, были травмы, связанные именно с стритлифтингом, отжиманиях на брусьях, но в элементах я тоже не слышал. Хотя вот у меня есть знакомый, который не может выполнять крест на кольцах, но он травмировал грудь не этим элементом. Но вообще, вот чисто теоретически, грудь можно травмировать на кресте
и на самолете низком. То есть если вы очень глубоко провалитесь в самолете, будете держать на таком уровне, например, на кольцах, да, или крест на кольцах у вас будет такой низкий, да, то есть вы глубоко провалитесь, то будет перерастяжение грудных мышц. Ну и плечи. Плечи также часто травмируют, как и бицепс, то есть вот две самые опасные точки, когда мы тренируем именно воркаут-элементы, это отрыв бицепса и травма плеча. То есть там могут быть тоже разрывы, обычно манжеты плеча или, может быть, повреждение суставной сумки даже. Здесь у нас на первом месте травмоопасности тоже самолет и горизонт, притом любым хватом. Но намного чаще, конечно, на самолете, потому что на самолете идет уже больше растяжения, больше у нас плечо отходит назад, чем именно на горизонте. На горизонте мы, наоборот, вперед себя выдавливаем. Ну и крест на кольцах. Я сам травмировал плечо на кресте на кольцах. Не знаю, что у меня там был, отрыв, надрыв, но месяц я руку вообще поднять не мог. Потом как-то само все зажило и все нормально, обошлось. Я порвал плечо на кресте, потому что кольца были плохо закреплены, и когда я держал крест, сверху крепления начали разъезжаться, и натяжение с колец упало, и в итоге я провалился очень глубоко, и что-то у меня там хрустануло. Короче, что-то я там надорвал. Также довольно травмоопасно для суставной сумки плеча это стойка на одной руке, флаг на одной руке. Там приходится очень большая нагрузка именно на плечо. Особенно какие-нибудь там попытки отжаться в стойке на одной руке, это вообще крах. Поэтому этого стоит избегать. Тут может помочь только идеальная техника. Если вы правильно вставляете плечо и держите стойку ровно, то тогда нормально. Если пытаетесь силой удержать, у вас малость кривость, идет стойки на одной руке, то тогда нагрузка на суставную сумку плеча будет колоссальная. Исходя из вышесказанного, а также частоты травм, которые я наблюдал за все эти годы в воркауте, как по мне, так и по другим атлетам, то на первое место я помещу, конечно же, самолет и горизонт обратным хватом. То есть это самые такие травмоопасные элементы именно для бицепса и плеча. На второе место мы поместим крест на кольцах, потому что он тоже довольно травмоопасен, и очень часто на нем происходят травмы. Ну и на третье место это принц на 2 и принц на 2 из ласточки. Ну сюда же можно добавить выход ангела, да. Хотя выход ангела, там исключается вот эта начальная фаза перерастяжения бицепса, но там больше идет нагрузка на локтевой сустав. Когда мы проворачиваем вперед локти, это прям капец. Как снизить риск травматизации на этих элементах? Во-первых, подходить к ним медленно, чтобы у вас все было подготовлено, укреплено. Во-вторых, хорошо восстанавливаться, чтобы не было боли, не было недовосстановления. Хорошо, естественно, разминаться и не нарушать технику выполнения этих упражнений. Также можно исключить супинацию, да, то есть выполнять, например, горизонт только на брусьях или только вот таким верхним хватом, да, передним. Ну и, конечно, адекватная растяжка, чтобы у вас не было перерастяжения мышц вот в этих самых опасных фазах. Например, при старте выполнения подтягиваем на одной руке, принца на 2. То есть, когда у нас идет именно перерастяжение мышц, это максимально травмоопасно. И чтобы у вас мышцы были хорошо растянуты, в этом случае риск порваться будет меньше. Ну а так, конечно, риск всегда присутствует при любом элементе. Как говорится, это уже большие нагрузки. Если хочешь вообще, чтобы у тебя не было никогда травм, то придется заниматься не спортом, а физкультурой. Потому что, как говорится, спорт калечит, физкультура лечит. Поэтому простые отжимания, подтягивания собственным весом на выносливость, вот это будет максимально безопасно. Все остальное же сопряжено с риском. Маленьким, большим, но он все же есть. Поэтому тренируйтесь с умом. Всем удачи и увидимся в следующих выпусках. Пока, ребят.